Если бы ты за один день смог заработать свою годичную зарплату, ты бы остался на своей работе? Сколько ты стоишь? Не в плане, сколько у тебя денег на карте, а сколько стоит твоя жизнь, твой труд, твои навыки. Почему один человек продает свои услуги за 1000 рублей, а другой за 100 тысяч? Почему кто-то выбивает себе повышение, а кто-то годами сидит на одной и той же позиции? Сегодня поговорим о том, как правильно оценивать себя, почему большинство людей продают себя дешево и как научиться стоить дорого. Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Однажды к мастеру пришел юноша и сказал: «Я никчемный, жалкий, ничего не стою. Все вокруг твердят мне об этом». Мастер, не слушая его, дал ему кольцо. «Принеси за него золотую монету, но не меньше». Парень пошел на рынок, торговцы смеялись. «Это кольцо даже не стоит золота». С расстроенным видом юноша вернулся к мастеру. Мастер улыбнулся. «А теперь иди к ювелиру». Ювелир долго изучал кольцо и сказал: «Передай мастеру, что я готов за него дать 70 золотых монет». Юноша был в шоке, потому что если ты не знаешь себе цену, ее будут определять другие. И чаще всего они занизят ее. Есть цена, а есть ценность. Цена – это материальный эквивалент чего-либо в денежной форме. Ценность – это субъективное восприятие полезности. Один и тот же специалист может получать 10 тысяч либо 100 тысяч. Разница в позиционировании, опыте, навыках и смелости просить больше. Цена – это просто цифра, а ценность – это то, какую пользу ты приносишь рынку. Английский поэт Ричард Олдингтон однажды сказал: «Ценность вещи определяется удовольствием, которое оно может доставить». Именно поэтому мы платим за бренд, а не просто вещь. I want to quiz the audience. Does anybody know how much it costs to make this beautiful product in China? Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14, $100? Okay, I'll take one more guess. 300. So I got a 99 guess, I got a 100 guess, I got a 300 guess. You ready for the answer? $10. I swear to God. Один программист получает $800, другой зарабатывает $8000. Один маркетолог зарабатывает $500, а другой $5000. Почему? Если они выполняют одну и ту же работу, что влияет на их ценность в глазах работодателей? Давайте разберем причины. Исторические причины. Как формировалась разница в зарплатах? Первое. Традиции и культурные нормы. В одних странах работа по найму всегда ценилась выше, а в других меньше. А в Японии долгое время корпоративная лояльность была и остается важнее зарплаты. В США зарплата определяется не трудом, а переговорами. Кто договорился, тот и получает. И, конечно же, профессиональная сегрегация. В 20 веке женщины получали меньше, чем мужчины, просто потому что они не могли быть кормильцами семьи. В некоторых странах до сих пор действует принцип «мужчинам платим больше». А еще причина в исторической закрытости информации. Раньше сотрудники не знали, сколько получают их коллеги. Компании десятилетиями использовали это, чтобы платить людям по-разному за одну и ту же работу. И поэтому разница в зарплатах – это не только про компетенции, это устоявшийся исторический порядок. А почему тогда люди соглашаются на низкую зарплату? Первое – это из-за страха потерять возможность. Некоторые люди боятся просить больше, потому что думают, что работодатель откажет, а другие, наоборот, завышают ожидания и получают лучшие условия. Вторая причина в самооценке и навыках переговоров. Одинаковые специалисты могут получать по-разному. Один скажет: «Я стою $500», другой скажет $5000. Меньше не обсуждаем. И у кого выше зарплата? Ответ же очевиден. Но еще, конечно же, дело в гендерных различиях во время переговоров. Исследования показывают, что мужчины повышение просят намного чаще, чем женщины. И в результате мы видим, что средняя зарплата между мужчинами и женщинами в мире составляет 15-25%, потому что зарплата – это все-таки не только про квалификацию, это про умение продать себя.
А как рынок определяет ценность сотрудника? Первое – спрос и предложение. Если программистов мало, их цена растет. Если юристов много, их цена падает. Второе – опыт и уникальные навыки. Если у тебя обычные навыки, то тебя могут заменить, и твоя цена падает. А если ты уникальный специалист, ты диктуешь правила. Твоя цена растет. Ну и третье – невидимые корпоративные правила. Иногда зарплата зависит не от твоей работы, а от бюджета компании и в зависимости, в каком офисе ты будешь работать. Например, офисы в Лондоне платят в 3 раза больше сотрудникам, нежели сотрудникам не из Лондона, либо из других стран, даже за ту же самую работу. Поэтому ты можешь быть отличным специалистом, но если рынок не нуждается в тебе, твоя цена будет ниже. Можешь ответить на вопрос? Только честно, сколько ты стоишь? Что, если тебе предложат больше, чем ты зарабатываешь за год? Или за 5 лет? Что, если это покроет стоимость твоего обучения? Или операции, которые спасут жизнь твоей маме? И вопрос к тебе. Сколько ты стоишь? Ты можешь сказать, но я бесценен, меня нельзя купить. Неправда. У всего есть своя цена, а работа говорит о твоей стоимости. Если ты продаешь себя за 50 тысяч в месяц, это и есть твоя цена на рынке труда. Вопрос в другом, а почему ты продаешь себя дешево? Основные причины – ты не веришь в свою ценность, у тебя низкая самооценка, ты не знаешь, сколько стоит твой труд на рынке, у тебя нет анализа, ты не умеешь продавать себя, значит, у тебя нет навыков самопрезентации. Моя история. В 2020 году я устроилась на работу за 250 тысяч тенге. По тому курсу это было $600. Я была счастлива, пока не узнала, что моя коллега получает намного больше. Я пахала за 3, а она смотрела мемы на работе. А почему так? Она знала себе цену и не стеснялась ее озвучивать. Я же была жертвой, боялась просить больше. Позже, когда мне все-таки повысили зарплату на 3-й год работы, и я получала $850, я выпрашивала $1000 зарплату. Спрашивала, что мне нужно для этого сделать. Я хочу зарабатывать $1000 в месяц. Мне отвечали, ты еще не доросла. 4 года проработав в компании, и сотруднику говорят, ты еще не дорос. При этом новому сотруднику с теми же компетенциями на ту же позицию предложили $1600. Почему? Потому что компании было выгодно, чтобы я работала за ту цену, на которую я изначально согласилась. А чтобы завлечь новых сотрудников, нужно предлагать больше. Но я не умела тогда определять свою цену, поэтому за меня это делали другие. Окей, а как продавать себя дорого? Ты можешь быть суперспециалистом, но если ты не умеешь продавать себя, ты всегда будешь работать на того, кто умеет. Есть 5 главных принципов. Первое – анализируй рынок. Ищи вакансии, где платят больше, и изучай, чем они отличаются. Второе – научись убеждать. Искусство переговоров должен быть твоим главным навыком. Третье – создавай личный бренд. Если тебя знают как эксперта, ты можешь повышать свою стоимость. Четвертое – развивай редкие скиллы. Если ты умеешь то, что не умеют другие, тебе заплатят больше. И пятое – не соглашайся на низкую оплату. Если ты работаешь за копейки, ты показываешь, что это норм. А если ты соглашаешься с самого начала на маленькую зарплату в надежде, что тебе ее повысят, знай, тебе не повысят. Потому что если ты не знаешь себе цену, ее тебе назовут другие. И, скорее всего, она будет низкой. Есть интересная техника, которая помогает понять, сколько ты действительно стоишь и как можно эту сумму увеличить. Эта техника называется зарплатометр. Техника простая. Нужно определить нижний порог, за который ты точно не будешь работать. Это то, что у тебя вызывает чувство несправедливости. А потом верхний порог. Сумма, за которую ты бы с радостью работал, но кажется недостижимой. А теперь попробуй поднять этот верхний порог еще больше. Просто мысленно разреши себе эту сумму, даже если сумма кажется нереальной. Почему этот метод работает? Потому что очень много примеров, когда люди действительно получали предложение о работе на ту сумму, на которую они уже мысленно себе согласились работать. Мы часто не замечаем возможностей
если в голове думаем, что они не положены нам. Так и работает психология ценности. Если ты считаешь, что ты стоишь 50 тысяч, ты так и будешь зарабатывать. Перейди, пожалуйста, в мой телеграм-канал, там все про международное образование, карьеру и стажировки за рубежом. А теперь скажи, пожалуйста, ты чувствовал, что ты продаешь себя слишком дешево? Как ты для себя определяешь свою ценность и свою стоимость на рынке труда? И что тебя сейчас останавливает от того, чтобы попросить повышения зарплаты? Пишите в комментариях. Давайте начинать обсуждение. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Идеалы или реальность? Что выберешь ты?